Самый большой удар по Ирану анонсирует министр войны Пит Хексет. Он говорит: «Америка не остановится, пока противник полностью не будет уничтожен». Дональду Трампу стоит оглядываться, намекнул иранский чиновник по безопасности Ирана Али Лариджани. Министр иностранных дел Аббас Аракчи уверен, больше никаких переговоров не будет. Скандал в американском Конгрессе. Республиканец Кевин Кайли больше не республиканец. Разрыв с демократами в количестве голосов в Палате представителей стремительно сокращается. Европа рассматривает план «Б» и делает ставку на ядерную энергетику. Урсула фон дер Ляйен говорит: отказ от нее был стратегической ошибкой. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Министр войны США Пит Хексет заявил, что вторник, 10 марта, станет самым интенсивным днем ударов по Ирану с начала кампании. По его словам, именно сегодня будет задействовано наибольшее количество истребителей и бомбардировщиков против Ирана. Муллы в отчаянии и мечутся, как трусливые террористы. Они запускают ракеты из школ и больниц, намеренно нацеливаясь на мирных людей, потому что знают, их военные силы систематически ослабляются и уничтожаются. Соседи Ирана и в некоторых случаях его бывшие союзники в Персидском заливе отвернулись от него. Его прокси-силы, Хезболла, хуситы и Хамас, либо разгромлены, либо неэффективны, либо находятся в стороне. Иран остался один, и он серьезно проигрывает. На 10-й день операции эпической ярости мы побеждаем, сосредоточившись с подавляющей и непрерывной силой на наших целях, которые остаются теми же, что и в день моего первого брифинга по операции. Они просты, и мы выполняем их с беспощадной точностью. Уничтожить их ракетные запасы, пусковые установки, оборонно-промышленную базу ракет и их способность производить ракеты. Уничтожить их военно-морские силы. Навсегда лишить Иран возможности обладать ядерным оружием. Это максимально сфокусированная миссия с полными полномочиями, выполняемая с подавляющей и непрерывной точностью. Никаких колебаний, никаких полумер. Как заявил вчера президент Трамп, мы сокрушаем врага демонстрацией подавляющего технического мастерства и военной силы. Мы не остановимся, пока противник не будет полностью и окончательно побежден. Но мы действуем по нашему графику и по нашему выбору. Например, сегодня снова будет самый интенсивный день ударов по территории Ирана. Больше всего истребителей, больше всего бомбардировщиков, больше всего ударов. Разведанные точнее и лучше, чем когда-либо. С другой стороны, за последние 24 часа Иран выпустил наименьшее количество ракет из всех, на которые он был способен. Иранский режим совершил большую ошибку, сразу начав наносить удары по своим соседям, тем самым показав, кто они такие и что из себя представляют. Беспорядочные удары, хаотичные и безрассудные действия с самого начала. Не могу сказать, что мы точно ожидали именно такой реакции, но знали, что это возможно. И думаю, это продемонстрировало отчаяние этого режима тогда и сейчас. Израиль продолжает стягивать силы к границе с Ливаном. На северном направлении замечены танки и бронетехника «Цахал». Военные занимают позиции вдоль линии границы. По данным израильской армии, 2 военнослужащих погибли на юге Ливана. Это первые потери армии с момента возобновления боев с Хезболлой. Эскалация началась после того, как Хезболла начала ракетные обстрелы Израиля, втянув Ливан в новый виток конфликта. Над южными пригородами Бейрута поднимается черный дым после ударов. По данным ООН, около 700 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Ливанские власти сообщают почти о 500 погибших, при этом число жертв продолжает расти. Израиль призвал жителей южных пригородов Бейрута, юга Ливана и долины Бекаа покинуть эти районы, они считаются опорными территориями Хезболлы. В Эрбиле произошла атака беспилотников рядом с консульством Объединенных Арабских Эмиратов. По данным службы по борьбе с терроризмом иракского Курдистана, над городом сбили 3 дрона, обломки одного из них упали возле дипломатического здания. Очевидцы сняли пожар и густой черный дым, поднимающийся в районе консульства. Очевидцы сняли последствия удара по жилому зданию в столице Бахрейна. На видео обломки на улице и повреждения рядом с домом. По данным МВД Бахрейна, в результате атаки погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Власти страны заявили, что удар был нанесен Ираном. Командование Вооруженных сил США опубликовало видео ударов по иранским ракетным установкам. На кадрах несколько точечных ударов по целям, которые, по утверждению Центком, являются иранскими пусковыми установками. Американские военные заявляют, что продолжают искать и уничтожать ракетные системы Ирана. Независимо подтвердить место и дату съемки этих кадров не удалось. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры со США, вероятно, больше не рассматриваются.
По его словам, после нескольких раундов переговоров и заявления о прогрессе США все равно нанесли удары по Ирану, что стало для Тегерана горьким опытом. Иран настаивает. Нынешний конфликт — это навязанная война, а действия страны являются самообороной. На фоне эскалации звучат и прямые угрозы, сообщает Аль-Джазира. Иранский чиновник по безопасности Али Лариджани предупредил президента США Дональда Трампа быть осторожным, чтобы не быть устраненным. Заявление появилось после того, как Трамп пригрозил усилить удары по Ирану, если Тегеран попытается перекрыть поставки нефти из региона. Иран пригрозил перекрыть поставки нефти из региона, если удары США и Израиля продолжатся. Представитель корпуса стражи Исламской революции заявил, что Тегеран не позволит отправить ни одного литра нефти в сторону стран, которые он считает враждебными. По его словам, вооруженные силы Ирана готовы контролировать ситуацию в Персидском заливе и сами решат, чем закончится эта война. Командир Али Мохаммад Наини подчеркнул, что вооруженные силы Ирана не позволят экспортировать даже 1 литр нефти из региона в сторону враждебной стороны и ее партнеров до дальнейшего уведомления. Он также сказал: «Почему вы не скажете американскому народу правду, что вся военная инфраструктура США в регионе Персидского залива уничтожена?» В ответ президент США Дональд Трамп предупредил: если Иран попытается полностью перекрыть экспорт нефти или движение танкеров, американские удары станут намного жестче. Если Иран сделает что-нибудь, что остановит поток нефти через Ормузский пролив, Соединенные Штаты Америки нанесут удар по нему в 20 раз сильнее, чем те удары, которые были нанесены до сих пор. Кроме того, мы уничтожим легко уязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо восстановиться как государству. На них обрушится смерть, огонь и ярость, но я надеюсь и молюсь, что до этого не дойдет. Это подарок от Соединенных Штатов Америки Китаю и всем тем странам, которые активно используют Ормузский пролив. Надеюсь, этот жест будет высоко оценен. Спасибо за внимание к этому вопросу. Ормузский пролив – один из самых важных маршрутов для мировой торговли нефтью. Через него проходит примерно 1/5 часть всех мировых поставок. Сейчас движение танкеров там почти остановилось. Некоторые страны уже сокращают добычу, потому что хранилища переполняются. Из-за этого мировые рынки снова лихорадят, а цены на нефть могут резко вырасти. Иран намерен максимально использовать Ормузский пролив как стратегический ресурс на фоне продолжающегося конфликта. Об этом заявила представитель правительства Фатемех Мохаджирани на пресс-конференции в Тегеране. По ее словам, пролив является дарованным Богом географическим ресурсом, который страна должна задействовать в условиях войны. Это уже второй раз, когда такое происходит, и буквально в разгар переговоров переговоры подвергаются бомбардировкам. Поэтому любое посредничество, которое будет происходить, естественно, возможно только при условиях, когда сначала будет не просто прекращение огня, но и полное соглашение, то есть достижение точки, когда мы будем уверены, что это не повторится снова. Друзья мои, народ Ирана, цель этих атак — не свобода и не демократия. Их цель — раздел Ирана. Они хотят, чтобы Иран был разорван на части и ослаблен. Давайте не забывать этих слов. Общий ответ правительства таков. Хотя мы не начинали эту войну, но мы ее закончим. Выбор его превосходительства, аятоллы Сейеда, Маджтаба Хаминеи, означает, что общая политика системы, та же политика, которая проводилась ранее, будет продолжаться, и мы будем двигаться вперед по пути укрепления Ирана. Ормузский пролив — один из стратегических водных путей нашей страны. Это один из географических дарованных Богом ресурсов, которыми обладает наша страна. Хорошо то, что когда страна находится в состоянии войны, необходимо максимально использовать все ресурсы. Телеканал CBS News сообщил новые подробности удара по школе в иранском городе Минаб. Он произошел в первый день войны между США, Израилем и Ираном. По информации телеканала со ссылкой на источники, удар, вероятно, нанесли американские военные. Речь идет о бомбардировке здания начальной школы для девочек. Она произошла утром, когда в школе находились ученицы и сотрудники. Иранские власти заявили о большом числе погибших. По их данным, жертвами стали более 160 человек, большинство из них – дети. Сразу после удара в Вашингтоне не подтверждали, кто именно атаковал объект. Президент США Дональд Трамп тогда говорил, что ответственность может лежать на Иране. Теперь, по данным CBS News, в американских военных кругах считают, что удар мог быть нанесен по ошибке. Источники телеканала утверждают, что при планировании операции использовались устаревшие разведывательные данные. В этих данных территория рядом со школой значилась как часть военного объекта. Рядом действительно расположена база корпуса стражей Исламской революции. Однако само здание школы, по данным расследования, не использовалось военными. Израильские военные заявили CBS News, что в этом районе операции не проводили. Официальных итогов расследования пока нет. В американском штате Делавэр прошла церемония встречи тела военнослужащего США, погибшего в ходе войны с Ираном. Вице-президент Джей Ди Венс и министр обороны Пит Хексет прибыли на авиабазу Довер, чтобы почтить память сержанта Бенджамина Пеннингтона. Ему было 26 лет. Военный родом из штата Кентукки.
По данным Пентагона, он умер от ранений, полученных во время атаки на американских военных на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Самолет с его останками приземлился вечером 9 марта. Военные вынесли гроб из транспортного самолета под звуки команды и салют. После короткой церемонии его погрузили в автомобиль. Пеннингтон стал 7-м американским военнослужащим, погибшим с начала конфликта между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба находится в очень серьезной гуманитарной ситуации. Также он отметил, что госсекретарь Марко Рубио занимается этим вопросом, который может привести к дружественному поглощению. А может и нет. Куба. Вы сказали, что Куба хочет заключить сделку. Что Соединенные Штаты получат взамен? И почему американцы должны доверять Марко Рубио вести эти переговоры? Марко Рубио делает отличную работу. Думаю, он войдет в историю как величайший госсекретарь. Посмотрите, чего мы достигли как президентство, как администрация. Ему доверяют, и американцы тоже доверяют. Он был успешен везде, где работал. Он также говорит на этом языке, что всегда приятно и полезно. Он занимается этим вопросом, и это может быть дружественное поглощение, а может и недружественное. На самом деле это не имеет большого значения, потому что у них, как говорится, почти ничего не осталось. У них нет энергии, нет денег. Они находятся в очень серьезной гуманитарной ситуации. Мы не хотим этого видеть. Но они были очень жестоки ко многим людям, как вы знаете. Особенно к людям, которые теперь живут за пределами страны. Кубино-американские избиратели. А я получил их поддержку на рекордном уровне. Очень важный для меня. Я знаю, через что они прошли. Они прошли через ад. Некоторые из них стали одними из самых успешных людей в стране, кубино-американские бизнесмены. Многие из них — мои друзья, потому что я вместе с ними долгое время боролся в этой борьбе. Режим Кастро был жестоким, но они жили за счет Венесуэлы. Теперь Венесуэла ничего им не отправляет. Ни энергии, ни топлива, ни нефти, ни денег, ничего. Без Венесуэлы они бы не продержались, а мы перекрыли им все остальное. Поэтому да, либо они заключат сделку, либо мы сделаем это, и без нее это будет так же просто. В Конгрессе США политический скандал, который может осложнить жизнь республиканскому руководству Палаты представителей. Конгрессмен от Калифорнии Кевин Кайли объявил о выходе из республиканской партии и переходе в статус независимого политика. По его словам, решение связано с перераспределением избирательных округов в Калифорнии и растущей поляризацией в американской политике. Кайли намерен баллотироваться на переизбрание как независимый кандидат, хотя и продолжит сотрудничать с республиканской фракцией. Тем не менее, его уход сокращает формальное большинство партии. У республиканцев около 217 мест против 214 у демократов, поэтому большинство спикера Майка Джонсона становится еще более хрупким. Тем временем внимание политиков приковано к специальным выборам в штате Джорджия. Во вторник там выбирают нового представителя в Конгресс от 14-го округа. Место освободилось после ухода Марджори Тейлор Грин. В бюллетене десятки кандидатов, большинство из них республиканцы, что может разделить голоса внутри партии. Хотя округ считается надежно республиканским, демократы надеются воспользоваться этим расколом. И если результат окажется неожиданным, это может дополнительно повлиять на баланс сил в Палате представителей, где большинство уже сейчас держится всего на нескольких голосах. Франция усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке. Президент Эммануэль Макрон заявил, что в регион отправят около десятка кораблей, включая авианосную группу. 2 французских фрегата будут работать в Красном море, чтобы защищать торговые суда. Париж также обсуждает миссию сопровождения танкеров и контейнеровозов через Ормузский пролив. По словам Макрона, это нужно для безопасности судоходства и стабильных поставок нефти и газа. Нас связывают стратегические партнерства и те развертывания, которые произошли в последние дни. Наше сегодняшнее присутствие рядом друг с другом свидетельствует о силе и устойчивости этих партнерств. Ваши граждане могут действительно рассчитывать на это и знать, что за подписанными соглашениями стоит солидарность между государствами и их военные обязательства. И, наконец, мы хотим обеспечить свободу навигации и морскую безопасность в Восточном Средиземноморье, где мы сейчас находимся, в Красном море, от Суэцкого канала до пролива Баб-эль-Мандеб, в частности, в рамках Аспидес, коалиции, которая уже существует, штаб-квартира которой находится в Греции и которая в настоящее время координируется Грецией. Франция будет участвовать на долгосрочной основе, направив для этой миссии 2 фрегаты. Мы сейчас создаем, и мы только что обсуждали это, исключительно оборонительную миссию сопровождения, которая должна быть подготовлена вместе с европейскими и неевропейскими государствами. Ее цель — как можно скорее после завершения наиболее интенсивной фазы конфликта
обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров, чтобы постепенно вновь открыть Ормузский пролив, который имеет жизненно важное значение для международной торговли, а также для транспортировки газа и нефти, которые должны снова иметь возможность выходить из этого региона. Я надеюсь, что нам удастся мобилизовать тесную координацию на уровне G7, чтобы как можно лучше управлять энергетическими вопросами и обсудить инициативы, которые мы предпринимаем. Я также надеюсь, что мы сможем способствовать деэскалации, которая является крайне необходимой. Греция призывает и остальные страны Евросоюза усилить военно-морскую миссию «Аспидес» на Ближнем Востоке. Об этом премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил на Кипре после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Кипра Никосом Христодулидисом. По его словам, нестабильность в регионе уже влияет на судоходство и цены на энергоносители. Афины считают, что европейским странам нужно отправить больше кораблей для защиты морских путей. В то же время власти опасаются, что из-за конфликта может вырасти поток беженцев в Средиземноморье. Помимо символизма вашего присутствия здесь, в Пафосе, оно имеет и существенное значение для Кипра, для всей Европы, нашего общего дома Европейского Союза. Греция, Франция, Испания и Италия решительно показывают, что означает европейская солидарность на практике. Их решительная помощь способствует стабильности и безопасности более широкого региона Восточного Средиземноморья, посылая важный сигнал о потенциале Европы, а также о пути, по которому следует идти, учитывая сегодняшние геополитические реалии. Из Кипра вместе с президентом Никосом Христодулидисом и президентом Франции Эммануэлем Макроном мы посылаем сильное, общее, ясное и решительное послание единства и солидарности. Четкий сигнал, мой дорогой Ника, что Республика Кипр, часть европейской семьи, не одна и никогда не останется одна. Китай может готовиться к сценарию применения ядерного оружия, а не только к его использованию как средства сдерживания. Об этом говорится в материале эксперта по стратегическому сдерживанию Роберта Питерса, опубликованном в The Washington Post. По информации американских чиновников, 22 июня 2020 года на китайском полигоне Лоп-Нур могло состояться скрытое ядерное испытание. Сейсмические станции зафиксировали 2 подземных толчка, произошедших с интервалом около 12 секунд. В США предполагают, что Китай мог применить технологию декуплинга, которая позволяет частично скрыть мощность взрыва и сделать его менее заметным для систем международного мониторинга. Китайские власти отвергают подобные обвинения и не допускают международных наблюдателей на этот полигон. Одновременно, как отмечается, Китай сегодня быстрее других стран увеличивает свой ядерный арсенал и при этом уклоняется от участия в переговорах по контролю над вооружениями. Это вызывает обеспокоенность у США и их союзников. Мировые лидеры собрались во вторник под Парижем на саммите по ядерной энергетике. Встречу организовали президент Франции Эммануэль Макрон и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Среди участников глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-премьер Китая Джан Гацин и премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Саммит проходит в пригороде Парижа Булонь-Бианкур. Главная тема встречи – роль атомной энергетики в обеспечении энергетической независимости и снижении выбросов. Решение отказаться от атомной энергетики было стратегической ошибкой, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Если в 1990 году треть электроэнергии Европы производилась на атомных станциях, то сегодня лишь около 15%. Снижение доли атомной энергетики было осознанным выбором. И, оглядываясь назад, можно сказать, что для Европы это было стратегической ошибкой — отказаться от надежного и доступного источника энергии с низкими выбросами. Но после многих лет снижения инвестиций нам нужно сделать больше, чтобы изменить ситуацию. Поэтому сегодня Европейская комиссия представляет новую европейскую стратегию по малым модульным реакторам. Наша цель очень проста. Мы хотим, чтобы эта новая технология начала работать в Европе уже в начале 2030-х годов. Тогда она сможет играть важную роль вместе с традиционными ядерными реакторами в гибкой, безопасной и эффективной энергетической системе. Нам нужно привлечь инвестиции. И сегодня я могу объявить, что мы создадим гарантийный фонд на 200 миллионов евро для поддержки инвестиций в инновационные ядерные технологии. Средства будут поступать из нашей системы торговли выбросами. Мы не только снизим риски для инвестиций в эти низкоуглеродные технологии, но и дадим четкий сигнал другим инвесторам присоединиться. Конкурентоспособность промышленности все больше зависит от того, кто лучше умеет производить, транспортировать, хранить и использовать доступную и недорогую электроэнергию. Европа не является ни производителем нефти, ни газа. В отношении ископаемого топлива мы полностью зависим от дорогого и нестабильного импорта. Это ставит нас в структурно более слабое положение по сравнению с другими регионами. И нынешний кризис на Ближнем Востоке наглядно напоминает о той уязвимости, которую это создает. Очевидно, что гонка в ядерной энергетике уже началась. Но мы знаем, что у Европы есть все необходимое, чтобы стать лидером.
В атомной отрасли у нас работает около 500 000 высококвалифицированных специалистов. На самом деле больше, чем в США и Китае. Нам нужны глобальные инновации в сфере модульных реакторов. И теперь у нас есть амбиции двигаться быстро и масштабно, чтобы Европа стала мировым центром ядерной энергетики нового поколения. Ким Йо Джон, сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, раскритиковала совместные военные учения США и Южной Кореи. По ее словам, маневры Freedom Shield подрывают региональную стабильность и демонстрируют враждебную политику в отношении Пхеньяна. В Сеуле и Вашингтоне заявляют, что учения носят оборонительный характер и направлены на сдерживание ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. В этот серьезный момент, когда глобальная система безопасности стремительно разрушается и по всему миру вспыхивают конфликты, военные учения США и Южной Кореи, насильственно проводимые на территории Южной Кореи, лишь еще больше разрушат региональную стабильность. Военная демонстрация, проводимая рядом и вокруг сферы нашего национального суверенитета и безопасности, может привести к последствиям, слишком страшным, чтобы их представить. Они никогда не должны пытаться испытывать наше терпение, нашу решимость или наши возможности. Вашингтон перебрасывает часть вооружений из Южной Кореи. Речь, в частности, о системах ПВО «Патриот» с базы Осан. По данным СМИ, их могут направить на Ближний Восток. Президент Южной Кореи Ли Дже Мён заявил, что Сеул не может помешать таким решениям США. При этом он подчеркнул, это не ослабит сдерживание Северной Кореи. Похоже, что в последнее время возникли споры вокруг того, что вооруженные силы США в Корее вывозят из страны некоторые виды вооружений, такие как артиллерийские батареи и системы противовоздушной обороны. Однако в зависимости от развития ситуации американские военные могут вывести часть средств противовоздушной обороны из Южной Кореи, исходя из собственных оперативных потребностей. Хотя мы выразили несогласие с таким шагом, реальность такова, что мы не можем полностью настоять на своей позиции. Если спросить, подрывает ли это серьезно нашу стратегию сдерживания в отношении Северной Кореи, я могу сказать, что нет. Лондонский высокий суд отказался разрешить новый иск против МИД Великобритании из-за соглашения с Маврикием по архипелагу Чагос. Лондон собирается передать острова Маврикию, но оставить военную базу на Диего Гарсия в аренде на 99 лет. Там работают США и Великобритания. 3 истцов, включая уроженку острова, заявили, что власти не спросили мнения чагосцев. Судья отметила тяжелую историю выселения жителей в 60-е и 70-е годы, но решила, что эти аргументы уже рассматривались судами раньше.